Почему нарцисс пингует? Пинг – это ситуация, когда человек после того, как ты с ним уже расстался, через какое-то время вдруг внезапно появляется. Это характерно для людей с нарциссическими чертами личности. Они могут после того, как вы уже расстались, потом внезапно появиться. И здесь какой вот момент, что тебе кажется, что он хочет помириться, а он на самом деле просто пытается вернуть себе контроль. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу вам о 5 способах, как нарцисс может пинговать, как он может пытаться вернуться после расставания. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Пинг номер 1 – это случайный привет. Может выглядеть как сообщение, которое вроде бы кажется бессмысленным. Вот просто «Привет, как дела? Как ты? Я что-то там увидел, вспомнил о тебе». Например, женщина в свой день рождения получает сообщение от бывшего «Привет, как ты? Я думаю о тебе». То есть сообщение само по себе не несет никакого ни предложения, никакой вообще, не знаю, смысловой нагрузки. Но поскольку женщина же в свой день рождения эмоционально податлива, знаете, нам в день рождения хочется верить, что возможно это начало чего-то нового, хочется верить в какое-то чудо. Вот таким образом нарцисс пингует в такой удобный момент, когда может быть получится как-то вот вернуться и опять вернуть женщину под свой контроль. Пинг номер 2 – это провокация жалости. Например, вам бывший пишет, что он заболел, что у него проблемы со здоровьем, его собираются там уволить или просто его никто не понимает. А цель основная – это вызвать у вас жалость и втянуть вас обратно в роль спасательницы. Особенно если в ходе отношений вот, вы очень много его спасали, и, собственно, ваши вот эти вот отношения такие деструктивные с нарциссом заключались в том, что он получал от вас очень много вот такой помощи. Вы много ему сочувствовали, как бы с ним возились, как мамочка с ребенком. Он может тогда пинговать вот так вот из жалости. Третий пинг, обратная ситуация, это такая псевдозабота. Вот он пишет вдруг и говорит: слушай, я видел новости, у вас там какая-то буря, паводки, берегись, будь осторожна. Или у вас там какие-то отключения, ты вообще как? Он пытается представить в образе такого благородного, заботящегося человека, хотя, в общем-то, в отношениях он особо о вас не заботился, и это то, чего вам не хватало в отношениях. Но вот сейчас он проявляет такую заботу, используя какой-то инфоповод. Что-то он про вас знает, где можно как будто бы проявить участие, он обязательно напишет и скажет: послушай, ты как там, я видел по новостям, что у вас там на дорогах гололед, много аварий, с тобой все хорошо. Четвертый пинг – это ревность и какие-то собственнические намеки. Предположим, вы с человеком не общаетесь и вдруг видите, что вашу фотографию лайкнули или серию фотографий вот лайкнули ваших. Вы смотрите, это ваши фотографии какие-то там в купальнике, с отдыха где-нибудь там, с танцев. Вы переходите к нему на профиль, поскольку он о себе напомнил, вы как-то вспомнили, а у него там фотографии, где он с девушкой. То есть это такие провокации на тему отношений. С одной стороны, он вас лайкает, вроде такое поведение ухажера, человека, который хочет как-то подружиться, помириться, а с другой стороны, он заставляет вас ревновать, показывает, что он там с какой-то девушкой или в каком-то месте, где предполагается, что он там с девушками общается. Пятый пинг – это случайное сообщение или случайный звонок. Такая бесхитростная провокация, но знаете, если вы недавно расстались и у вас еще как-то сердце не успокоилось, это может вас так больно уколоть. Предположим, вы занимаетесь своими какими-то делами, вам приходит сообщение, вы смотрите, а там написано, что сообщение от него. У вас сразу все закипает, вы заходите в мессенджер, а там сообщение удалено. То есть он его отправил и удалил. И пишет потом, что это не тебе было. Или, предположим, вы чем-то занимаетесь, с кем-то общаетесь, у вас звонит телефон, смотрите, то он звонит. Вы не понимаете, в чем дело, вы же не общаетесь, почему он звонит, что дело, пока вы думаете, быстро звонок прекращается, и вы остаетесь в догадках, что случилось, что произошло. Или вам приходит сообщение, а там голосовое сообщение от него. Вы его прослушиваете, а он там говорит таким голосом, как ничего не бывало: «Привет, милая, сейчас заберу тебя через 20 минут». И вы думаете, какая милая, что происходит, откуда он меня заберет, и он пишет там вдогонку: извини, я по ошибке тебе отправил это сообщение, это не тебе вообще сообщение было. Пинг – это не признак любви, это не, знаете, такая попытка помириться, это попытка вернуть себе контроль. Для того, чтобы не попадаться на пинги, нужно две вещи держать в голове. Во-первых, всегда помните, какой общий контекст отношений. Вот человек вас пингует, он внезапно появляется, а в рамках каких отношений он появляется. Вспомните, что это были за отношения, если они завершились, почему они завершились и вообще по чьей инициативе, какие там были проблемы. Если человек, предположим, пишет: привет, как дела, я о тебе думаю, давай с тобой встретимся, а куда делись все те проблемы, из-за которых вы расстались? Когда вы могли бы над ними поработать? Что изменилось вообще? Подумайте, то есть просто взвесьте это. И вторая важная вещь, которую нужно помнить, это что люди попадаются на пинги из-за того, что они часто происходят в эмоциональный такой момент. Предположим, женщина вышла из отношений, потому что в этих отношениях просто уже не могла находиться. Там было много неразрешенных каких-то проблем. Но вот
эти вот выход из отношений не проработан, есть какая-то внутренняя такая тоска, одиночество, пустота, и вот вдруг человек появляется. И иногда женщины принимают такое решение: да ладно, ну какая разница, хоть встретимся с ним, пойдем там хоть как-то, ну не знаю, вечер вместе проведем, уже ж лучше, чем одной дома сидеть. Это всегда ситуация, когда ты размениваешься по мелочам, ты как будто бы думаешь, что я сейчас проведу хороший вечер, а потом попадаешь в очередной цикл этих разрушительных отношений. То есть первая вещь, всегда нужно помнить, что это за отношения, в рамках которых человек тебе пишет, а второе, нужно понимать, что происходит с твоим эмоциональным состоянием. Если вам сложно разобраться самостоятельно с тем, что с вами происходит, если вы понимаете, что вы вышли из отношений, но вас как-то туда вот тянет, можете записаться ко мне на консультацию. Я часто с таким сталкиваюсь, часто с этим работаю. У меня под каждым видео на моем канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас есть собственный опыт взаимоотношений с нарциссом, когда вы расстались, и потом, если он вас пинговал, что это были за пинги и как вы им противостояли. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если эта тема вам интересна и видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.